В этом зале в марте 90-го года Литва самая первая сказала «гудбай» Советскому Союзу. Мне тогда было всего лишь 13 лет, но я уже тогда понял, что я буду жить в стране, в которой можно будет говорить правду. Меня зовут Андрю Стапинас, и это программа «Кусочек правды». И сегодня мой гость, чемпион мира по шахматам, известный политический деятель Гарри Каспаров. Добрый день, Гарри Кимович. Гарри Каспаров, уроженец Баку, один из величайших шахматистов в истории, заслуженный мастер спорта, чемпион России по шахматам, международный гроссмейстер. 11 раз признавался лучшим шахматистом года. Ученик и ассистент Михаила Ботвинника. С 2005 года Гарри Каспаров – видный оппозиционный политик. В 2013 году покинул Россию. На данный момент проживает в Нью-Йорке. Имеет два гражданства – российское и хорватское. Гарри Кимович, мы начинаем с такого стандартного вопроса. Русский мир. Что для вас лично эти слова означает? Перед тем, как я отвечу на ваш вопрос, я скажу, что вот, находясь в этом зале, не могу не, как бы, еще вспомнить такой исторический момент 90-го года, да, связанный с тем, что вы сказали о 11 марта, провозглашении независимости. Очень мало кто помнит, что впервые литовский флаг был вывешен на соревновании в Москве в 90-м году, в мае месяце. Турнир Ассоциации гроссмейстеров, и литовский гроссмейстер Виктор Гавриков попросил повесить флаг. Это был СССР еще. Да. И я принял решение, что мы его тогда повесим. Вот, попросили флаг у Бразаускаса, его привезли. По-моему, привез Аркадий Барашов, и мы повесили флаг. И, в общем, скрипели зубами, там официальные лица, но я был чемпион мира, в общем, эпоха была другая, и, в общем, ничего сделать не могли. То есть я с гордостью вспоминаю, что это был май 90-го года. Спасибо, Гарри. Но как его не сняли все же? 90-й год, май. Уже был и тогда? все-таки, да, это, и кроме того, в общем-то, знаете, чемпион мира в Советском Союзе, особенно с таким политическим весом, какой был у меня тогда, в общем, старались не связываться. Теперь, говоря про русский мир, да. Ну, к сожалению, у этого термина сейчас появилась такая крайне негативная коннотация, окраска, именно потому, что это связано с совершенно агрессивной политикой путинского режима, с аннексией Крыма, нападением на Украину и вообще с тотальным вмешательством там, в дела свободного мира. Поэтому мне кажется, просто важно напомнить, что русский мир может быть совсем другим. То есть это на самом деле и культура, это и язык, это вообще те связи, которые складывались на территории Российской империи, Советского Союза. И если как бы очистить его от всей этой имперской шелухи, то, есть английский язык, в конце концов, как говорится, была Британская империя, да. и все равно осталось это культурное наследие. Вот очень важно, чтобы мы смогли сохранить вот те позитивные вещи, которые всегда бывшие империи могут оставлять, если они избавляются от того уже, как говорится, старого колониального агрессивного наследия. Но, Гарри, будут же люди, которые нас смотреть будут и будут возмущаться. Почему они говорят на русском? Почему не на английском? Же оба мы знаем английский язык, да? Опять, конечно, кстати, я могу сказать, большинство моих выступлений сегодня по-английски. Я живу в Нью-Йорке, я выступаю на конференциях обычно, связанных там с компьютерами или политическими, и там, наверное, я не знаю, даже не 9 из 10, а большее количество выступлений, оно идет, конечно, на английском языке. Но мне кажется, что опять, вот все-таки важно помнить, что у нас есть какие-то еще иные связи. И сам по себе русский язык не виноват в том, конечно, что делает Путин. И более того, как бы возможность общаться на других языках, она на самом деле обогащает. И я считаю, что все-таки как бы надо помнить историю, обязательно надо помнить историю, надо помнить о тех ужасах, которые были, надо четко расставить все акценты и определить, как говорится, что происходило, что было правильно и неправильно. Нельзя ни в коем образом, и об этом я говорю много раз, забывать о преступлениях коммунизма. Необходимо для будущего России необходимо осудить преступления коммунистического прошлого, запретить КГБ. Возможно это? Нет, мы говорим сейчас не про возможность, я говорю, что надо сделать для того, чтобы русский мир перестал звучать угражающе, понимаете, чтобы это не звучало как Третий Рейх, понимаете, чтобы это осталось как именно часть вот этого культурного наследия, которое позволяет людям, как говорится, просто продолжать общаться, вспоминая какие-то общие корни. Но при этом нельзя, чтобы это отравлялось этой старой имперской заразой, и поэтому нам России придется, если Россия
хочет, я надеюсь, хоть это случится, стать как бы частью цивилизованного мира, частью Европы, вот, то для этого придется пройти вот этот тяжелый путь. Гарри Кимович, вы, когда ваша политическая деятельность происходила в России, вы называли этот период вегетарианским, то есть была такая ваша цитата. Это был период такого перехода вегетарианского к людоедскому Да. еще. Вот. Какой сейчас период? Ну, я назвал вегетарианским, потому что тогда за выступление против путинского режима, за совершенно мирные демонстрации на улицах можно было получить 5 или 10 суток тюрьмы. Вот. Сейчас ровно за это вы получите 5 или 10 лет. Ну, вы и получили. Ну, я свое отсидел. Ну, опять, свои сутки. Мы тогда сидели 5-10, кому-то давали 15 суток. Вот. Но сейчас это годы тюрьмы уже. Сейчас за репост какого-нибудь блога в социальных сетях могут дать 2-2,5 года просто поселения. Просто буквально ни за что. Только потому, что человек, как говорится, проявляет какую-то минимальную инициативу там, и там, перепостил чей-то блог какого-то политического активиста. Сейчас период, в принципе, людоедский. Вот уже. И мне кажется, что вот надо научиться назвать вещи своими именами. То есть, когда я говорю, что в России персоналистская диктатура с ярко выраженной фашистской идеологией, многие начинают нервничать и говорить, как же так, как вы можете это использовать. Ну так, извините, но есть просто классические определения фашизма. Просто мы привыкли к тому, что это ассоциируется там, с наиболее кровавым режимом 20 века, хотя я полагаю, что у многих людей, живших в Советском Союзе, особенно здесь, в странах Балтии, в общем, по поводу Сталина могут быть и гораздо более худшие воспоминания. Да, конечно. Да, естественно. Поэтому для меня вообще это на самом деле два полюса зла, вот как бы коммунизм и фашизм. Поэтому, на мой взгляд, вот просто как бы важно какие-то вещи будет действительно вот отфиксировать. То есть и прекратить как бы вот закатывать глаза и говорить, нет, ну где вы это видели? На самом деле есть же, как говорится, классические характеристики. Во-первых, тотальный, как говорится, контроль государства за идеологией. В России он присутствует на сегодняшний день. Это преследование инакомыслящих. Это не концлагеря сталинские или гитлеровские, но в принципе с диссидентами, с инакомыслящими, с политическими оппонентами в России расправляются более изощренными методами. То есть, в принципе, большинство выдавливается из страны, часть людей находится, естественно, в тюрьмах, ну а те, кто, в общем-то, как бы не понимают предупреждений, как Борис Немцов, их просто убивают. То есть, в принципе, как бы режим расправился с политическими оппонентами. Диапазон действий очень широкий. Гибридный. Просто Путин не военный диктатор, а диктатор ГБшный. Поэтому он, в общем-то, стремится использовать как бы минимум репрессивных средств, которые необходимы для достижения цели. Но при этом у него нет аллергии на кровь. Если надо я не знаю, разбомбить сирийские города, пожалуйста, в принципе, разрушить половину Донбасса, то есть проблемы нету. Но это не является его первым выбором. То есть он стремится сначала найти возможности подорвать единство того же НАТО, Евросоюза, искать какие-то подрывные пути, как работало КГБ. И что еще, как одна из классических характеристик фашизма, это постоянный поиск врага. Как только враги кончаются внутри страны, то надо их искать в другом месте. Поэтому на вопрос, как вы думаете, будет ли Путин продолжать свою агрессивную политику? Я всегда отвечаю, это по-английски, по-русски тоже будет звучать нормально. Это не вопрос, будет ли он это делать или нет. Это вопрос, когда и где. Да. И только это. Потому что для него нет другого выхода. На сегодняшний день он находится в той стадии уже развития, я надеюсь, стагнации и агонии диктатуры, когда поиск врагов, внешних врагов, является единственным способом поддержания его власти внутри страны, потому что экономика в чудовищном состоянии, говорить про Россию бессмысленно, дела обстоят очень плохо, поэтому если вы смотрите российские ток-шоу, там не говорят про Россию. Американцы прямо поощряют Каждый божий день Украина... провоцированные американцами. Украина уже давно рассорилась. То, как США поступают с Украиной, И Украина поймет все. украинская номер один. Профашистского государства Латвия. Там говорят про Америку, Украину, про что угодно, только не про Россию, потому что об этом лучше не вспоминать. И этот процесс, он будет идти только по нарастающей. Вот все разговоры о том, а если Путин решит снизить напряжение, он не может, ровно потому, что градус надо постоянно повышать.
Про это мы еще поговорим, а теперь вернемся немножко в прошлое, 2012 год. И вы в своем блоге писали про оппозицию перед выборами Путина. Реформаторские предложения в конечном счете преследуют одну цель – сохранение в чуть подретушированной форме путинского режима. Это был 2012 год. В принципе, то же самое можно было сказать и перед этими выборами. Вы согласны или нет? Не, ну к этим выборам уже на самом деле говорить было нечего, потому что если в 2012 году еще сохранялись какие-то иллюзии участия активных людей, мыслящих людей. И поэтому вот то, что делала так называемая реформаторская часть вот, либеральной оппозиции, можно было выдать за попытку как бы облагораживания режима. То есть вот еще шел спор, на мой взгляд, совершенно бессмысленный уже тогда, но все время шел спор там об эволюционных путях развития. А вот все-таки, может быть, вот режим облагородится, может быть, снизится градус репрессий. Ну, на самом деле, все было ясно уже после 6 мая, после разгрома мирной демонстрации на Болотной площади и начала уже достаточно широких политических репрессий, вот, задача которых была просто обезглавить все оппозиционное движение. В 2018 году говорить было не о чем просто. В 2018 году речь шла просто про плебисцит в поддержку диктатора. И никто никаких иллюзий уже не питал. То есть присутствовали какие-то традиционные элементы вот этой кремлевской игры. То есть вы знаете, что у нас выборы не из одного человека, а есть какие-то кандидаты. У нас много было кандидатов было много, но понятно, все они выполняли свои роли. Вот как бы вместо Прохорова уже появилась Ксения Собчак, которая, в общем-то, исполнила свою партию на сцене как бы в рамках дозволенного, критикуя режим, но не Путина, что очень важно. То есть уже речь шла как бы о переназначении диктатора. То есть уже не было никаких там даже намеков на какие-то идеологические споры, что вот будет как концепция какая-то. Мы снова, как говорится, мы снова переназначаем Путина, потому что другого у нас нету. И я говорю, если в 2012 году еще были потуги на какой-то идеологический спор, то в 2018 году это было уже там по уже классической формуле. Да. Путин — это Россия, Россия — это Путин. То есть то, что сказал Володин, просто повторив слова Рудольфа Гесса о Гитлере. Гарри, вы тоже говорили в 2012 году, что оппозиция присосалась к Путину. А теперь что, она уже вообще рассосалась? Есть ли вообще такая слово, как оппозиция? Все-таки не будем забывать, что вот этот алгоритм взаимодействия между оппозицией и властью начал складываться еще в 90-е годы при Ельцине. Другое дело, что, конечно, Россия тогда была таким относительно свободным государством, была свободная пресса. Ельцин совсем по-другому относился к критике в прессе. То есть, он понимал, что своей властью он обязан улице, народному как бы выступлению. Поэтому при Ельцине покушения на вот эти основные свободы их не было. Но конституционные права, которые были президенту, которые были предоставлены Конституцией 1993 года, они были всеобъемлющими. На самом деле, как бы, вот все основы авторитарного строя были заложены тогда. И уже тогда появилась вот оппозиция, которая активно боролась, но при этом как бы понимала, что есть лимиты. То есть вот бороться за власть можно ровно в тех рамках, которых позволяет Кремль. Да. Не будем забывать, что и Явлинский, и Жириновский, и Зюганов — это люди, которые на политической арене гораздо дольше Путина. То есть Путину у власти там 19 год уже идет. Эти люди больше четверти века. То есть на самом деле очень важно, вся политическая жизнь России, она на самом деле стагнирует. Это одни и те же люди. Вот сейчас как бы у меня ощущение, что 18-й год в какой-то мере подвел черту. То есть мы переходим я надеюсь, в новое качество. То есть видно, что вот эта старая политическая конструкция, которая столько лет работала, вот, создавая иллюзию многопартийности, иллюзию политической борьбы, она обречена. И я думаю, что вот сейчас новое поколение, вот эти выступления, которые там инициирует Навальный, то есть они создают новую политическую ситуацию, которая, может быть, даже быстрее, чем мы думаем, продемонстрирует внутреннюю слабость режима. Вот, Гарри, объясните мне, помогите понять Прибалту. Мне 18-й год. Я зимой еду домой, слушаю Радио Свобода, у нас вечерами идет ретрансляция, и я там ток-шоу оппозиции. И они там друг с другом, кто-то кому-то не пришел, кто-то кого-то не позвал, кто-то обиделся, кто-то не поддержал Явлинского. И я никак не мог понять, про что это они говорят. Ведь там все предельно ясно. Из-за чего они там рвут друг другу глотки? Отрабатывают роли в театре Мария. Просто? Нет, потому что ничего другого быть не может, потому что политическая борьба, если вы находитесь в оппозиции, подразумевает, что вы стараетесь получить власть. Никакой реальной политической борьбы в России не существует, ровно потому, что есть диктатура.
принципе, уже с 96 года понятно, что за верховную власть в России никто не борется. Да. А при Путине, как говорится, все даже вот возможности политические, они постоянно сужались. И если, я говорю, раньше еще сохранялись какие-то иллюзии у людей, то в 2018 году было ясно, что они могут критиковать только друг друга. То есть, в принципе, они там присутствуют ровно потому, что Путину необходимо демонстрировать, что в России есть какие-то свободные выборы. Это такой, как бы, такая витрина, которая там раз в несколько лет демонстрируется остальному миру. Поэтому слушать эти споры бессмысленные, кто кому пришел, кто куда там баллотируется. Да. На самом деле, это ничего не меняет по сути. Вот успех форума Вильнюсского, который мы проводим уже в 5-й раз, форума «Свободной России», он во многом связан с тем, что это единственная на сегодняшний день площадка, на которой разные люди могут серьезно обсуждать что-то. Разные. Кстати, многие из тех, кто представляют как раз вот ту самую, на мой взгляд, карманную оппозицию, они тоже здесь могут вести дискуссии. Это ровно та площадка живая, которой в России больше нету. Там, где обсуждаются реальные вещи, там, где сталкиваются точки зрения, там, где идут политические дебаты. Вот в России все это как бы все это ликвидировано. Но вопрос тогда, ну и что из этого? Ну, встретились вы в Вильнюсе, ну, поговорили, ну, разошлись. Ну, знаете, вот в принципе, как известно, вначале было слово. Значит, всегда необходимо как бы встречаться, находить какие-то точки соприкосновения. И главное, ну, кто-то скажет, это такая фантазия, строить план на будущее. Ведь совершенно очевидно, что режимы, подобные путинскому, они не уходят на выборах. Этот режим давно уже перешел в иную стадию, когда, к сожалению, перемены в России будут связаны с насилием. Вопрос, какого уровня насилия. И очень важно, что в момент, когда у нас появится, я не сомневаюсь, оно появится, окно возможностей, оно бывает обычно узким. Исторические моменты, вот, как 91 год, может, 17-й год, 1917 год, 91 год, 11-12 год, вот там вот кусочек был такой в конце декабря 11 года. Вот надо быть готовым, чтобы этот момент использовать. Кто его может использовать? А его могут, Вы, Гарри? его могут использовать только объединенные силы разных групп оппозиции. И Кремль прекрасно понимал, что когда мы собирали вот эти массовые митинги, на которых были и левые, и националисты, и либералы, вот там складывалось вот ядро вот как бы людей, которые понимали, что сегодня споры вот эти все там, идеологически бессмысленны, потому что в стране диктатура. Надо добиться восстановления конституционных прав граждан, надо добиться того, чтобы работали демократические институты, а потом уже спорить в парламенте. Вот, то есть очень важно, чтобы работа, традиционная работа как бы диктатур, когда там разделяя властвует, она не приводила к разделению людей вот по этим политическим гетто, Да. что, к сожалению, Кремль очень успешно реализует на протяжении многих лет. Вот здесь, мне кажется, в Вильнюсе складывается вот такая конструкция, которая позволяет как бы говорить о проблемах постпутинской России. Ведь момент наступит, когда диктатура начнет обваливаться. Режим слабеет сейчас, понятно. Международная изоляция, она, в общем-то, достаточно серьезный фактор, который подрывает единство путинской элиты. И, на мой взгляд, в общем, надо быть готовым к тому, чтобы предложить какую-то программу действий, когда ситуация в России станет критической. В 2015 году вы сказали цитату, которая опровергла в шок федеральные каналы. Она звучала так: режим Путина нужно вырезать как раковую опухоль. И там федеральные каналы сошли с ума. А наш выкидышев Каспаров В Конгрессе черт знает, что там выступал Гарри Каспаров. Сегодня. Сказал следующую фразу, что Путина и его окружение надо вырезать как раковую опухоль. Это он, благодаря Советскому Союзу, стал чемпионом мира. Мы его в тюрьме, он не сидел. Это единственный вариант? Вот такая хирургическая интервенция? Или все же, например, экономические санкции можно так выдавливать, как антибиотиками? Давайте вот здесь не будем, как говорится, вот смешивать две вещи. Экономические санкции необходимы для того, чтобы нанести геополитическое поражение режиму. Режимы, подобные путинскому, крайне чувствительны к внешнеполитическому поражению, потому что империя должна расширяться. Нужны постоянные внешние успехи. В 1989 году, в феврале 1989 года, советские войска вышли из Афганистана. Кстати, в отличие от американцев, которые бежали буквально из Вьетнама в 1975 году, вывод был организованный, генерал Громов стоял на границе, все это помним, танки выходили, как говорится, никто не бежал панически, в Кабуле сохранился режим Наджибуллы, просоветский, почти на 3 года. И тем не менее, это был сигнал для всех как бы подданных империи.
как в Советском Союзе, так и в Восточной Европе, что империя отступает. И что случилось? В конце года рухнула Советская империя в Восточной Европе, а с 90-го года начался распад Советского Союза. Как бы вот мы находимся в зале, где это начало происходить. Империи во многом держатся на вот этом психологическом как бы страхе людей, что это все вечно, что это никогда не изменится, а что мы можем сделать? Как только люди чувствуют слабость диктатуры, их поведение начинает меняться. Именно поэтому мне кажется, что вот экономические санкции, они создают тот фон, на котором перемены могут начаться. Но тут очень важно помнить, вот перемены в России невозможны без вот этой хирургической операции. Это не вопрос даже путинского режима, это вопрос советских корней путинского режима. Поэтому я считаю, что необходима не только иллюстрация, необходимо уголовное преследование тех, кто совершал преступления, как внутри России, так и за рубежом. И аннексия Крыма – это такое же преступление, как и подавление там, инакомыслия внутри России. И пора будет, необходимо будет дать принципиальную оценку советскому прошлому. Вот этот период должен быть признан преступным со всеми вытекающими отсюда последствиями. Россия не может быть правопреемником Советского Союза, свободная Россия. Я понимаю, там трудно искать какие-то там исторические там, точки, там, опорные точки, но я думаю, все-таки сентябрь 2017 года, провозглашение республики, это единственная опорная точка, которая может позволить дать старт свободной России. Любая попытка как бы найти вот эти общие корни с советским прошлым, она будет неизбежно воспроизводить путинскую или какую-то иную диктатуру. Ну, сейчас я процитирую вас, а вы цитировали Владимира Высоцкого. «Сам виноват, и слезы лью и охаю». Попал в чужую колею, глубокую. И это про Россию. Это не чужая, это российская колея. В общем, в данном случае, наверное, это проблема, с которой Россия постоянно сталкивается. Хочется надеяться, что все-таки есть возможность из этой колеи выбраться. Но для того, чтобы выбраться, надо принять реальные усилия. Надо понять, что в этой колее никакой возможности что-либо изменить нету. И мне кажется все-таки, что уроки последних 20 лет, 25 лет, они все-таки достаточно, мне кажется, окажут серьезное влияние на психологию молодого поколения. Опять, никакой гарантии, что это случится, нету, но к этому надо стремиться. И вот в Вильнюсе мы как раз пытаемся как бы переосмыслить опыт вообще того, что было. Вот здесь все-таки люди, которые не только по, как говорится, учебникам историю изучают, но те, кто участвовал в этой истории в конце 80-х и 90-х годах, и более молодые, кто помнит, естественно, эти большие демонстрации 7-8 годов и, естественно, 11-12 годов. То есть надо понимать, что, в общем, история всегда дает какой-то шанс, но он бывает в очень ограниченном временном промежутке, и если вы не готовы к тому, чтобы вот этот шанс использовать, то будет воспроизводиться то, что мы сегодня имеем в России. У меня в этой программе есть такой маленький помощник, вот такой маленький диктатор, он у меня на ладони, и он хочет задать вам вопрос. Гарри Кимович, если бы вы вернулись в Россию, а мы вас там очень ждем, есть ли какая-нибудь должность, которую вы были бы готовы занять? Ну, кроме моей, конечно. Насчет ждем я не сомневаюсь. Меня там ждут, и это будет для меня билет в одну сторону, поэтому не дождетесь. Меня вообще должность не интересует. Я, пожалуй, может быть, единственный человек, в общем, вот в этой вот всей конструкции того же форума, верите или нет, не имеющий политических амбиций. Я просто считаю, что для будущего всего мира важно, чтобы Россия стала свободной страной, и чтобы диктаторы вопрос не задавали. Должности раздают не диктаторы, а должности или какая-то функция человека определяется его желанием и его способностью сделать что-либо для своей страны. Вот как раз мне бы хотелось видеть такую страну, в которой я мог бы внести свой вклад для трансформации России в свободное государство, в котором не будет диктаторов, в которой люди будут занимать должности, исходя из своих способностей и желания других граждан делегировать им какие-то полномочия. Гарри, самое, наверное, главное мероприятие в России в этом году – это чемпионат мира по футболу. Что произойдет после него, как вы думаете? Ну, во-первых, все-таки надо сказать, что сам по себе чемпионат мира по футболу – это, как для любой диктатуры, это способ прославления диктатора. И поэтому я много раз говорил и писал, что как профессиональному спортсмену мне, в общем-то, трудно требовать бойкота этого мероприятия.
потому что я понимаю, что многие футболисты готовятся к этому, это годы жизни, в общем, они ждут шанса, как говорится, продемонстрировать себя, и может, это действительно может быть там уникальный момент в их карьере, но я считаю необходимым организацию политического бойкота. Рядом с Путиным не должно быть никаких знаковых политических лидеров мира. Нельзя дать возможность диктатору использовать эту трибуну для собственного прославления. В Сочи Путин уже пытался это сделать, и надо сказать, что какая-то вот странная такая всегда взаимозависимость. Подобные большие мероприятия, они, видимо, повышают адреналин у диктаторов. Скажем, после 1936 года, Олимпиады в Берлине, в общем, Гитлеру потребовалось 20 месяцев для того, чтобы начать свою агрессию и аннексировать Австрию. Путину потребовалось только 20 дней для аннексии Крыма. Поэтому вот важно изолировать его. Пусть стоит один вот в своей там ложе, как говорится, и смотрит на спортсменов, чтобы не дать ему вот этого нового заряда политической уверенности. А что будет потом? На самом деле, крах диктатуры неизбежен. Плохая новость, я не знаю, когда и как это случится. Хорошая новость, Путин тоже этого не знает. Но исторический опыт, как из книжек, так и недавний, показывает, что диктатуры такого рода, они смертны внезапно. Поэтому можно сказать, что чемпионат мира по футболу это тоже какой-то пиковый момент, который покажет на самом деле всю уродливость вот сегодняшнего путинского управления, потому что инфраструктура находится в катастрофическом состоянии. Совершенно очевидно, что будут организационные сбои. Это не Сочи. А вы хотите этого? Увидеть, чтобы сорвался чемпионат мира? Он не сорвется. Опять, Я имею в это виду не беспорядки, расизм, Нет, там опять. газоны проседают. Так. Это не вопрос того, чего я хочу. Это вещь, которая случатся. Вот не важно, все равно хочу это я или будет. не хочу, это на самом деле будет ровно потому, что это сегодняшняя Россия. Понятно, Да. что они будут залатывать дыры как могут, но если в Сочи все можно было там взять под контроль там, на относительно маленьком участке земли, все-таки ограниченная территория, то здесь мы говорим про 12 городов, про стадионы, разбросанные по всей стране, а главное про транспортные проблемы, потому что надо перебрасывать людей, как говорится, надо их размещать. То есть совершенно очевидно, что глядя на сегодняшний уровень развития состояния российской инфраструктуры, даже вот просто недавний пожар можно взять в Кемерово, катастрофическую экологическую ситуацию в Подмосковье. Понятно, что вот починить все это будет невозможно. И пусть этот чемпионат еще раз покажет, к чему приводит диктатура, потому что это миф, что диктатура может создать, как говорится, там, благополучие для людей. Путинская диктатура, на самом деле, ограбила Россию. И я думаю, что чемпионат мира по футболу будет еще одной идеальной демонстрацией того, в каком состоянии находится страна сегодня. Гарри Кимович, вот здесь пустая доска шахматов. Скажем, что это геополитическая доска, вот эти пешки нам не нужны, мы их стираем. Здесь мы ставим на черных нашего маленького диктатора, это, кажется, здесь, если я правильно поставил. Кого вы бы поставили в белой стороне? Есть ли что-нибудь, какие политические фигуры, которых вы бы поставили в противостоянии сейчас нашему маленькому диктатору? Вот мне очень часто этот вопрос задают вообще, как говорится, используете шахматные аналогии. Это, наверное, самый унылый вопрос, да? Нет, он очевидный, во-первых, было бы странно, если бы не задавали его. Но я обычно отвечаю, что шахматы плохая аналогия. Потому что шахматы — это игра открытая. Вот ваши фигуры, вот, скажем, мои фигуры, мы знаем ресурс, которым мы располагаем. Диктаторы шахматы не любят, я бы сказал, даже ненавидят, потому что диктаторы любят закрытость, они не любят транспарентности. И поэтому шахматная игра — это не та игра, в которой играет Путин. Более того, это игра по правилам. Здесь есть правила, которые нельзя нарушать. А единственное правило, которое диктатор признает, это его возможность менять правила, когда он хочет. Там, сбрасывать фигуры. То есть, поэтому я всегда, когда говорю о путинском режиме и вообще аналогичных диктатурах, я говорю о том, что надо рассматривать их действия не в шахматных терминах, а в карточных. Крапленые карты и очко? Да не обязательно крапленые карты. Это может быть и нормальный покер. Очень важно, что карты закрыты. И не важно, насколько сильные у вас карты. То есть, конечно, хорошо бы иметь, конечно, там, я не знаю, 4 тузов даже. Но, в принципе, вы можете иметь даже 2 пятерки. Результат будет зависеть не только и не столько от карт, сколько от вашей способности блефовать. Вот это все-таки игра больше подходит для КГБ. Игра, где можно блефовать, повышать ставки. И
наша проблема заключается в том, почему я вот так вот колеблюсь кого-то поставить сюда, что путинские успехи во многом связаны не с тем, что Россия путинская так сильна, а с тем, что оппозиция, те, кто должны были бы остановить путинский режим на более ранних стадиях, когда это требовало бы меньших усилий, этого не делали. Это слабость западных демократий, и во многом это результат того, что, ну, наверное, историческая усталость после холодной войны. Все кончилось, и, в общем-то, как бы, давайте, как говорится, теперь там наслаждаться жизнью, давайте думать о хороших, приятных вещах. Исчезла вот эта идеологическая составляющая противостояния. И надо сказать, что КГБ этим воспользовалось, потому что у них больше не было вот этого жесткого противостояния, в которое ограничивало их действия, плюс у них появились огромные деньги, которые можно было использовать. И на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда, в общем, западный мир только-только начинает как бы осознавать, с каким врагом он имеет дело. Другое дело, что это признание пришло, и поэтому я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим, в общем-то, достаточно как бы, хорошо экипированную армию свободного мира, которая все-таки, я думаю, сбросит с доски маленького диктатора. Гарри, и в конце передачи, она называется у нас «Кусочек правды», я попрошу вас просто обратиться прямо в аудиторию и сказать свой кусочек правды. Просто то, что вы хотите сказать. Когда мне было, я не помню, 9 или 10 лет, мама повесила над моей кроватью такой плакат «Если не ты, то кто же?». И с той поры я знаю, что бессмысленно жаловаться на то, что что-то не получилось, потому что проблемы в нас самих. Конечно, один человек ничего изменить не может кардинально, но тем не менее именно с нашей готовности и решимости действовать начинаются большие события. Поэтому всегда помните, что большинство, если не все наши проблемы, начинаются с нас самих, и, соответственно, решение этих проблем тоже начинается с нашей готовности действовать. Это был Гарри Каспаров. Спасибо большое. И была привилегия с вами говорить. Спасибо большое.